На этой неделе мы с вами узнали, что так называемая Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что граждане Беларуси, которые проживают за пределами Беларуси, не смогут принять участие в голосовании. Вернее, это решение было представлено как якобы инициатива руководителей загранучреждений. Как бывший посол, я прекрасно знаю о том, что подобные решения принимаются только по указанию сверху, от ЦИКа через Министерство иностранных дел. Поэтому решение принято. По различным оценкам, белорусов за границей проживает несколько сот тысяч. Вынужденно проживают те, которые вынужденно покинули территорию Беларуси в большинстве своем после событий 9 августа 2020 года. Ну, например, правительство Польши говорит о том, что уже в Польшу выехало 180 тысяч. В Литву, я думаю, можем предположить около 100 тысяч. В Россию раньше назывались цифры даже 500 000 белорусов. То есть можем представить, что сотни, очень большая часть наших сограждан не смогут принять участие в голосовании на так называемом референдуме по так называемой Конституции. Еще Конституцию новую, которую Лукашенко хочет принять, не приняли, но уже нарушают старую. Вдумайтесь в это. Лишают права граждан принять участие в голосовании. Значит, режим относится к белорусам, проживающим за рубежом, как недогражданам, как гражданам, которых можно фактически лишить в правах, ограничить в правах. И это мы сегодня с вами наблюдаем. Это как раз-таки во многом ответ и на вопрос, а выгодно ли режиму позиция, когда мы будем бойкотировать референдум. Как раз-таки нашей активности боится режим. Режим испугался, что возле наших посольств и консульских учреждений будет очень много граждан Беларуси. Это решение режима еще и еще раз подчеркивает важность нашего действия. Как бы сложно не было бы оно. Я думаю, что очень важно приходить и ставить 2 жирных креста на этом преступлении, которое совершает режим. Мы должны противодействовать преступлению. Мы не должны с ним молчаливо соглашаться.